Всем привет! Вот делаю новый шлем для спорта. Это Sallet, у которого забрало кузнечные меха. На английском Bellows. Название такое, потому что немножечко похоже на такие складки, как у кузнечных мехов, которые делаются из кожи. Там такая часть двигающаяся и вот похожие складочки. Конечно же, ребра эти сделаны не потому, что хотели повторить кузнечные меха. Ребра это в первую очередь существенное усиление конструкции, то есть ребра жесткости. Ну и кроме этого это красиво. Я делал этот шлем по новой технологии. К сожалению, процесс изготовления я не заснял, но расскажу, как все тут вообще происходило и что здесь необычного. Значит, верхушка шлема сделана из толщины 3 мм. В принципе, это не такая, чтобы страшно новая технология, так много уже делают, это проверенная техника изготовления шлемов. Значит, верхняя часть примерно до этой зоны это 3 мм. 3 мм даже в бугурте очень трудно пробивается. То есть это супер для шлема, для бугурта, для чего угодно. Ниже этой зоны у меня идет 2 мм. Забрала, затылочная часть тоже 2 мм. Лобовая деталь 3 мм. И если в истории делали следующим образом. Цельный купол, который заходит под лобовую часть, и потом еще лобовую часть делали, потому что, вероятнее всего, хотели усилить фронтальную зону, чтобы точно в лобовой проекции ничто не могло пробить голову воина. То в нашем случае самые сильные удары очень редко приходят в лобовую часть. Обычно это вот эти зоны, то есть боковой удар алебардой сверху вниз. И чтобы не делать лишнего нахлеста и не давать лишнего веса, потому что если я сделаю купол из 3 мм, сверху положу даже 1,5 миллиметровую пластину, это тупо лишний вес. 4,5 мм здесь никому не нужно совершенно. То я сделал следующим образом. Все под этой пластиной, купол вырезан начисто и лобовая деталь приварена. Что, конечно же, существенно усиляет конструкцию. То есть у нас в этом месте есть перехлест и дополнительно сварной шов. То есть помним Топхельм Грифон, почему он такой был крепкий? Потому что множество нахлестов, которые были сварены. При этом мы получали минимальный вес при хорошей практической составляющей. То есть твердость шлема. Вот так. Вот там сварной шов и все. Шлем еще не закончен. То есть я сейчас показываю такой полуфабрикат, который будет еще дошлифовываться, укомплектовываться различными кнопками, ремешками, кожами, полосками кожи для подшлемника и так далее. В забрале будут дополнительно насверленные отверстия для улучшения дыхания и обзорности. Это характерный шлем для, по-моему, для 15 века Европа. Возможно, конец 15 века. Нужно подразобраться, изучить этот вопрос дополнительно. На мой взгляд, это не самый практичный вариант забральника, потому что нету лобной части. А раз ее нету, то банально деформировав забрало в какую-то из сторон, то есть утопив верхнюю полку больше, чем определенный момент, мы получим проблему с тем, что забрало не сможет открываться. Ведь если у нас полка утопится, то мы банально будем втыкаться в лобовую деталь и забрало просто будет останавливаться. С другой же стороны, здесь сделана полка такая. Вот. Сверху забрала очень жесткая конструкция. 2 мм, 30 КГСА. С такой сложной формой деформировать, крайне сложно. Но я думаю, что возможно. Проверять не буду. Этот шлем бить я не буду. Хотя допускаю еще один вариант улучшения этого проблемного места. Можно это же забрало точно так же начисто приваривать к шлему. Потому что даже с закрытым забралом этот шлем можно одевать. Да, мы потеряем такой момент, как открывание забрала и вот вдыхание свежего воздуха после битвы, просто подняв забрало. Но это настолько маленькое преимущество перед уверенностью в том, что ваше забрало никогда не откроется в самый неподходящий момент. Потому что открытое забрало риск серьезнейшей травмы лица. Вот. Поэтому к этому вопросу нужно подходить очень-очень серьезно. Забрало ни в коей мере не должно иметь возможности открываться от ударов и открывать лицо. Вероятно, такой шлем должен был бы быть на Кагыре из Ведьмака, из сериала Ведьмак.
Я не буду глубоко затрагивать тему доспехов в первом сезоне Ведьмака, потому что там настолько глубокая, неизученная проблема. Мне страшно в это влазить. Но скажу, что в принципе, если бы примерно такого плана шлемы были бы на нильфгардских солдатах, было бы немножечко теплее на душе. Ну да ладно. На данный момент он еще не закончен. И прямо сейчас вес 5 килограмм 300 грамм. В принципе, неплохо. Вот шлем немного другого типа. Это что-то... Что это может быть? Типология этого шлема правильно произносится как закрытый шлем. Closed helmet. Все банально просто. У нас оба забрала закрываются вниз. Силуэт этого шлема очень похож на армет. Но по типологии открывания забрал этот шлем называется закрытый шлем. Хотя я его ошибочно называл, и вот у меня на сайте, и во всех соцсетях он у меня как бы называется Армет Грифон, что как бы неправильно. Это правильнее закрытый шлем. Значит, у него купол из толщины 2,5 мм. То есть 2,5 мм у нас вот так идут по всей длине. Но при работе, конечно же, растягивается вот эта центральная середина половинки получается. И это нехорошо для боевых свойств шлема. Потому что теперь в этой зоне он будет мяться сильнее. Да, я, конечно, делаю все возможное для того, чтобы максимально равномерно растянуть всю детальку, чтобы я не получил здесь перетянутую и переутоньшенную зону. Но что бы я ни делал, тут все равно будет утоньшение. Следовательно, тут уже не 2,5, а, наверное, 2,2. Пластина 1,5 мм нахлеста, которого тут, в принципе, вообще не надо. Это чисто дань музейному экспонату. То есть так было сделано в музее. То есть не в музее, а в средневековье, и теперь этот шлем находится в музее. И вес этого шлема 5320 грамм. Ну, в принципе, тот же самый вес. Но при этих параметрах этот шлем более твердый. Особенно в тех местах, которые как раз подвергаются самым сильным ударам. Вот. Так что, я думаю, что это неплохой вариант для тех, у кого доспех 15 века, Европа. И такая типология шлема подходит под конкретный комплекс, который у этого человека. Нужно подбирать весь комплект с головы до ног правильно. То есть, чтобы разбежностей не было, больших разбежностей по регионам. Для этого нужно изучать историю. Изучать, какие доспехи, где и когда носились, и где они были найдены. И можно ли с, например, данным шлемом одевать миланские доспехи. Можно ли надевать с этим шлемом германские доспехи. Вот. Что более характерно для этого шлема, что менее характерно. Ну, скорее всего, здесь латные руки, латные ноги. Мне кажется, что это такой вполне немецкий стиль. Много ребер. Наверное, это Германия. И там были, по-моему, как латные руки, так и раздельные, с такими большими налокотниками, с завитушками, которые заходят на сгиб локтя. Кстати, очень классная штука для того, чтобы защищать внутреннюю зону сгиба локтя, которая всегда открыта, которую, кстати, можно травмировать. Тут сухожилие, если попасть топором, будет очень неприятно. И для того, чтобы начать разбираться в этой теме, вот в этой истории, в доспехах, нужно изучать музеи. Кроме этого, есть множество различных групп. Вот в Фейсбуке групп, может, конечно, и много есть, но я выделю несколько. Это доспехи 14 века, доспехи 15 века, доспехи 16 века. Так они называются, только на английском. Ссылка будет в описании. В этих группах множество людей, которые собираются и обсуждают те или иные доспехи. Кроме этого, там есть множество специалистов, которые действительно разбираются, действительно обладают знаниями о доспехах и могут много чего подсказать. Там можно насмотреть себе интересующие доспехи или же для себя найти что-то новое, интересное, которое вот вам подходит под ваш доспех. Или под ваш запрос, или под ваше видение вашего доспеха. Если вы занимаетесь таким спортом, как бугуртный, вам нужно обращать внимание на то, что есть определенные требования у самой развитой и самой популярной лиги HMB.
HMB сейчас решила, за последние годы, что они сделают упор на историчность, поэтому введены определенные правила. У них есть комитет, есть специалисты, у которых можно проконсультироваться, подходят ли те или иные доспехи. И чтобы получить максимально правильный и развернутый ответ, вам нужно спрашивать не просто, подойдет ли этот шлем на 15 век. Вам нужно спрашивать в контексте вашего комплекта. Если у вас уже есть какой-то комплект, вам желательно бы прислать фотографии этого комплекта и фотографии, допустим, шлема или того, чего вы хотите приобрести. И представители комитета смогут вам посоветовать, подходит этот шлем или не подходит. Ну и с такими консультациями вы, конечно, можете подобрать комплект, который не будет вызывать вопросов у представителей комитета историчности на турнирах HMB. Кстати, по подшлемникам. Сколько людей, столько и мнений, но в основном мнения два. Есть адепты поролоновых подшлемников, которые считают, что только поролон, он самый лучший, максимально гасит удар и так далее, и так далее. Есть секта набивных подшлемников. Они считают, что только набивняк, только старые способы, 2000-е, 90-е, это далеко загнал. В общем, раньше делались подшлемники только набивные. Набивные колбаски такие, то есть прошивались карманчики для ватина или синтепона, и туда запихивался материал. И, в общем, подшлемник такой дубовенький. Одним нравится, чтобы пожестче, а другим, чтобы помягче. Я не знаю, как лучше. В таких вопросах я предпочитаю прислушиваться к мнению тех, кто конкретно получает по голове. Поэтому так и говорю. Эти ходят с поролоновыми, эти ходят с набивными, решайте сами. Но есть пару позиций, которые все равно должны быть. Шлем не должен на вас болтаться. Прям болтанки такой не должно быть. Он должен сидеть плотно. До того момента, пока вам не станет прям больно. То есть, если вы одели шлем и вам уже прям дискомфортно и больно, это уже плохо, потому что вас еще будут бить в эту голову. Поэтому поролоновые подшлемники и даже набивные я корректирую дополнительно изолоном. То есть это такой клейкий материал, который довольно упругий. При этом он немного мягче, чем набивной подшлемник, но немножечко тверже, чем поролоновый подшлемник. И в итоге оно как-то все уравнивается. То есть, грубо говоря, что набивной, что поролоновый подшлемник нужно сделать так, чтобы они сидели примерно одинаково и было комфортно человеку. Да, там будут минимальные какие-то разницы в ощущениях, но шлем должен надежно сидеть на голове, и при ударах вы должны чувствовать просто толчки, а не боль. Да, конечно, если вас бьет какой-нибудь страшный чемпион алебарды в голову, особенно в затылок, то вам, наверное, все равно будет больно. Это же спорт это не шахматы. Вам будет больно все равно. Но вы не должны уезжать в больницу. Это самый важный момент. Ваше здоровье не должно прям так резко падать от того, что вас бьют в голову. Вот такой салет получается. Да, без отверстий плоховато дышится. Весь воздух обратно мне в лицо влетает. И забрало завернуто внутрь, что тоже не создает здесь дополнительного канала. Канала для воздуха. Если бы забрало было просто ровное, снизу был бы такая щель, куда воздух просто летает и все, не мешает. Это не очень хорошо. Но я думаю, это решится тем, что здесь будет много отверстий. Вот мне нравится эта пластина. Она так хорошо закрывает заднюю часть, дополнительно прикрывая зону, которая бывает иногда открытой сзади. И это самый страшный момент в бугуртах. Бугурт — это массовое
массовое мероприятие. И, конечно же, иногда бывает нападение на одного человека нескольких противников. Это можно делать по правилам. И можно бить сзади. Сзади вы не видите, что у вас творится. То есть все, что вот сзади, вот там, вы никак не сможете проконтролировать вообще. Да, вы можете перемещаться, но я думаю, всегда будет возможность такой ситуации, когда вас зажали и по вам бьют сзади. И в этот момент может быть всякое. Вас могут просто захватить за шлем, например, и немного дернуть. Я думаю, что при сильном рывке можно на 5 сантиметров отрывать шлем. За заднюю часть можно зацепиться чем-нибудь, даже не специально, просто случайно. Банально. Человек вас пытается побороть, ложит алебарду сверху, дергается, вы там пытаетесь вывернуться, цепляется оружием, случайно совершенно. Шлем открывается. Вполне возможен вариант, когда сзади кто-то бьет вас по спине. Просто пытается ударить по спине, по центру спины. У вас идет перемещение по ресталищу, и удар уже приходит не в спину, а просто в шею. И это самый страшный момент, который вот есть. И его нужно избежать. То есть сзади должны быть пластинки под шлемом, которые всегда находятся на шее, на основании шеи, на основании черепа. И желательно, чтобы шлем был тоже с дополнительной защитой, которая вот сзади есть. И вот такие шлемы типа вот Саалита этому очень способствуют. Такие шлемы, они сложнее обычно, чем вот какой-нибудь топ-хельм. И это в итоге дороже получается. А кроме этого, к таким Саалитам, я уже говорил, должен быть определенный доспех, который подразумевает под собой латные элементы и очень часто даже кирасу. Хотя, по-моему, под Саалит можно и бригантину носить. Вот. Меня, кстати, упрекают в том, что как-то там, если вот правильно сформулировать, что я слишком подвержен саксонскому воздействию или какому-то информационному полю. В общем, что-то такое, что типа я слишком много говорю о европейских доспехах. Мол, почему я не рассказываю про доспехи Киевской Руси? Наши ж предки тоже ж вон делали, наши же, они ж не хрен собачий, они там вон делали, там у них чешуи, там шлемы были. Но, развитие доспешного ремесла достигло своего высочайшего развития все-таки в Европе. С этим, конечно, кто-то может не согласиться, но сложность тех доспехов, которые вот были изготовлены в 15-16 веке, говорит о том, что больше такого не делали нигде. А именно, это большие тонкие пластины, которые очень изящно подчеркивают фигуру рыцаря. То есть, кроме того, что это практическая составляющая, то есть железная одежда, которая позволяет быть более результативным на поле боя. Это еще и красиво. Конечно, в других культурах тоже были какие-то вот красивые, уникальные вещи, которые найдены. Но это, мне кажется, не так массово. И все-таки сложность этих вещей, например, возьмем какие-нибудь шлемы восточного типа, которые априори должны быть легкими, потому что это, скорее всего, доспех для всадника, который должен быть маневренным. Вот у них просто такая культура, такая война у них была. Им не нужны были доспехи, там, полные латы, латные руки и так далее. Им нужно было другое. Поэтому они просто, возможно, только и поэтому не развивали доспешное ремесло. Но вот в Европе, особенно в Италии, это ремесло было развито очень сильно. Причем, вот интересный момент, что даже во времена Рима, в тех же Италии, Греции, тоже были очень такие просто крутезные доспехи, которые и красивые, и анатомичные, и весьма сложные для тех времен. Потому что тонкие большие листы стали, или железа, или бронзы получить возможно только с определенными технологиями. Я говорю про водяной молот. Мне даже говорили, что водяной молот вроде бы был во времена Рима. Я эту информацию не проверял, не знаю, можете написать, кстати, в комментариях, была ли такая технология у римлян. Потому что если была, тогда все объясняется банально и просто. Был водяной молот, с помощью него разбивали
большие тонкие листы. Это известный факт, что это можно сделать, это небольшая проблема. Но вот, например, в Европе водяные молоты точно были, причем не только в Европе, а много-много где еще. К тому же, может быть, для работы такого молота можно приспособить каких-нибудь животных. То есть ослик крутит какой-нибудь там вал, который передает усилия для другого вала, который уже поднимает наш большой молот тяжелый. Так, то есть что-то запись остановилась автоматически, я не знаю, на чем я закончил. Доспехи в Европе были все-таки сложнее, чем в других культурах. Это просто факт. Это не попытка пристыдить или преуменьшить заслуги других цивилизаций и культур. Просто я изучаю музейные экспонаты с целью выбрать самые подходящие для бугурта. То есть я выбираю, по сути, амуницию, которую можно сделать, и она будет удобная и даст для владельца доспеха самые позитивное качество, подвижность, защита и при этом небольшая сложность изготовления. И мне всегда я ищу эти моменты, чтобы это сделать, и тогда это максимально качественно, максимально правильно для человека, который дерется. Это такой момент изучения, который мне приходится делать. Не то чтобы я сильно люблю историю, банально это ремесло такое у меня, мне нужно знать про доспехи. Я в доспехах на самом деле разбираюсь плохо. И обычно, если я что-то не знаю, я просто спрашиваю реконструкторов, потому что они знают больше. Им это нравится больше, чем мне, все эти копания в источниках. Поэтому тут все просто. Мнение, что европейское доспешное ремесло было самое развитое в истории, подтверждается словами других исследователей. Профессор Чарльз Фолькс, например, написал в своей книге о доспехах, что вот в Европе было самое развитое доспешное ремесло. Он это изучал. Ну и даже, я думаю, все согласятся, что сложнее, чем европейские доспехи, в других культурах не делали. Если не согласны, пишите аргументированно. Будем поспорить. В общем, что-то немного такой сумбурный выпуск получился. Про шлем еще будет видео в готовом варианте. Ну, а сейчас всем пока. Спасибо за просмотр.